Деревянный вазон своими руками. Всем привет! Вы на канале Чертог Мастеров. Оформление или декорирование собственного садового участка – это, поверьте, весьма увлекательно. Однако данные процессы нередко связаны с серьезными материальными затратами. Для того, чтобы сэкономить средства, многие элементы интерьера сада можно выполнить собственными силами. Сегодня мы начинаем разговор о самостоятельном изготовлении и установке уличных вазонов для садовых растений. Древесину нельзя однозначно назвать лучшим вариантом для изготовления специальных цветочных горшков. Однако несомненные плюсы дерева, легкость в обработке, доступность и приятный внешний вид заставляют многих садоводов делать выбор именно в пользу этого материала. Различные виды вазонов выполняются из самых разнообразных деревянных изделий. Речь идет о старых бочках и катках, пнях, древесных стволах, брусьях, обрезках досок, листах фанеры и так далее. Самый простой вариант данной категории изделий – горшки из квадратных или прямоугольных досок. Необходимо подготовить нужное количество досок, имеющих одинаковую длину. Из данных составных частей сколачиваем конструкцию типа ящика и прибиваем к ней дно. Важный момент – для того, чтобы цветочные горшки сохраняли изначальный цвет и не серели на протяжении долгого времени, их следует покрыть специальным маслом для дерева. Данный состав обеспечивает деревянному вазону надежную защиту от таких негативных моментов, как плесень, грибок и насекомые. Кроме того, древесина приобретает приятный оттенок, при этом поры остаются видимыми. Хотя и просто серая древесина тоже выглядит неплохо. Рекомендуем оборудовать конструкцию ножками. Если вазон будет стоять на земле, его дно может зацвести. Самый простой способ закрепления по углам вазона 4 компактных брусков. Они и будут ножками. Когда вы будете сколачивать конструкцию, постарайтесь добиться того, чтобы доски не были сбиты слишком плотно. В процессе поливов доски постепенно разбухают, поэтому сбитые вплотную они будут образовывать выпуклости. С другой стороны, слишком большие промежутки между планками тоже не очень хороший вариант. В этом случае грунт, в котором растут цветы, постепенно осыпается через дно вазона. Следующий популярный вариант изготовления деревянного вазона также весьма прост в технологическом плане. Нарезаем 4 бруска с сечением 20 мм одинаковой длины. Эти брусья будут играть роль ребер вазона. Со всех сторон к ним прибиваются доски, снизу приделывается днище. Удобство данного варианта еще и в том, что конструкция сразу получается с ножками. Сходным образом выполняются цветочные горшки из фанерных листов. Влагостойкий вариант. Из листа вырезаются боковины, которые крепятся к заранее подготовленным брусьям. Крепление в данном случае производится при помощи саморезов по дереву. Под каждый саморез необходимо просверлить отверстие. Прикладываем боковушку к вертикальному бруску, стойко, и начинаем сверлить с отступом в 1 см от края. Диаметр саморезов должен быть больше диаметра сверла на пару миллиметров. Рекомендуем воспользоваться металлическими, а не деревянными уголками. Переходим к следующему варианту – вазону из деревянных брусьев. Здесь конструкция выполняется совсем просто. Необходимое количество брусков складывается таким образом, чтобы они соединялись поочередно в разных плоскостях. Каждый вновь уложенный брусок прибивается к брусьям, которые расположены ниже его. В каждом из углов гвозди должны вбиваться в обязательном порядке. Все вышеописанные конструкции уличных цветочных горшков могут быть эффектны и эффективно объединены со скамейками. В результате вы получите отличное место для релаксации. Из таких, казалось бы, почти бесполезных элементов, как старые стволы и пни, многие садоводы делают оригинальные виды уличных вазонов. Начнем со старых древесных стволов. Рекомендуем не обдирать с них кору, тогда цветочные горшки будут выглядеть декоративно. В первую очередь осуществляем распил ствола на несколько чурок определенной высоты. Для того, чтобы сэкономить время и силы, лучше использовать бензопилу. Теперь наша основная цель – произвести выемку части сердцевины, таким образом, чтобы в итоге получилось пустое пространство, куда мы сможем затем засыпать землю для цветов. Существуют разные способы извлечения сердцевины. Чаще всего садоводы прибегают к помощи дрели с толстым сверлом. Рекомендуем применять сверла, имеющие коническую форму. Высверливаем нужное количество отверстий на необходимую глубину. Стандартная глубина от 15 до 20 см. Большое количество отверстий в данном случае допустимо. При таком подходе удаление стенок будет произвести совсем несложно.
Данные процессы выполняются посредством широкой стамески или долота с использованием молотка. Так, постепенно откалывая куски, освобождаем сердцевину. Далее нам придется осуществить выравнивание краев будущего вазона, применив тот же самый метод. Если мы имеем дело со стволом пнем большого диаметра, вместо стамески можно воспользоваться киркой или топором. В этом случае надо соблюдать максимальную осторожность, иначе можно повредить одну из стенок. Некоторые садоводы в целях экономии времени и сил применяют упрощенный метод. Суть метода довольно проста. При помощи топора делаются насечки, затем древесина раскрошивается и внутри ствола разводится огонь. Обуглившаяся сердцевина затем удаляется посредством долота или стамески. Оригинальные вазоны порой получаются из старых трухлявых стволов. Внутренняя полость ствола очищается от древесной трухи. Это достаточно простая задача. Уцелевшие части древесной колоды покрываем специальным маслом для дерева, таким образом откладывая разрушение ствола на какое-то время. Один из наиболее популярных вариантов самостоятельного изготовления уличных вазонов связан с применением отслуживших свое бочонков, кадок и прочих резервуаров. В первую очередь обрабатываем бочку наждачкой. Для удобства и быстроты это можно сделать при помощи дрели или болгарки с соответствующей насадкой. Далее переходим к покраске емкости. Здесь надо выбрать между маслом для древесины и разновидностями древесного лака для внешних работ. Для превращения бочки в вазон ее необходимо распилить. Распил может осуществляться в разных плоскостях. Учтите, однако, что при продольном распиле доски придется приколачивать друг к другу. Из разрезанного поперек бочонка можно сделать пару почти одинаковых вазонов. Существует интересный подход, в рамках которого старая древесина бочки специально не обрабатывается. В этом случае изготовленный из нее вазон будет смотреться натурально. Однако такой цветочный горшок будет гармонично смотреться далеко не в каждом интерьере. Ссылка на статью в описании. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.